Всем привет! Мы приобрели такие, доделали, получили, и у нас теперь есть электротранспорт. Но сегодня, к сожалению, разговор пойдет не об этом. О нем я расскажу чуть подробнее попозже. Итак, сегодня я хотел бы поделиться с вами своими мыслями по поводу электротранспорта. Я принципиально за то, чтобы использовать только электрический транспорт, и объясню сегодня почему. Итак, на сегодняшний день большинство транспорта любого, оно использует некое сжигаемое топливо, двигатель внутреннего сгорания как основной источник движущей силы. Многие делают большую ошибку, когда предполагают, что переход с бензина, например, или с дизеля, скажем, на газ, это примерно то же самое, что переход на электрическую энергию. Это абсолютно не так. Объясню почему. Двигатель внутреннего сгорания самый совершенный, самый идеальный, имеет коэффициент полезного действия, то есть эффективность, порядка 18-20, может быть, процентов. Но замеряется этот коэффициент, эта эффективность в идеальных условиях на 3000 оборотов данного двигателя. И, соответственно, это на валу двигателя при определенном топливе, при определенном давлении атмосферном и так далее. То есть идеальные лабораторные условия. Естественно, в реальной жизни ни один мотор до этого не дотягивает. И мало того, нужно учитывать, что когда этот мотор ставят на реальный автомобиль, появляются дополнительные элементы и узлы. Как то коробка передач, передаточные всякие элементы, типа валов, редукторов и так далее. Каждый редуктор имеет свою эффективность. Соответственно, каждый такой добавленный элемент добавляет трение, добавляет снижение эффективности. И реальная эффективность, я цифр таких готовых не встречал, но навскидку это можно оценить, наверное, в районе 5%. Мало того, двигатель работает, естественно, не на оптимальных оборотах, когда он стартует и только разгоняется, либо наоборот тормозит или стоит, работает в холостую, то он потребляет эту энергию вообще просто так. Итого можно считать, что когда вы сжигаете, условно, литр бензина, из него 950 грамм идет исключительно на нагрев. И помимо того, что этот двигатель имеет выхлопные газы, которые являются, естественно, источником загрязнения в любом городе и вообще планеты в целом, вы, получается, очень неэффективно используете эту полученную энергию, и большинство из нее идет просто на нагрев атмосферы. Кстати, на Тайване это очень актуально и заметно, когда едешь по холму с ветерком. Температура обычно градусов на 5 ниже, чем там внизу, где узкие улицы и много транспорта. Там просто реально сейчас ощущается, что температура на 5, 6, может быть 7 градусов выше, чем температура воздуха. Исключительно за счет того, что ее обогревают бензиновые двигатели. Что же касается перехода, например, на газ, либо на дизель, ничего ровным счетом не меняется с точки зрения эффективности. Да, немножко снижаются выбросы в атмосферу, в том смысле, что снижается не СО2, снижаются дополнительные какие-то штуки, типа выбросы серы, соединения серы, СО, и прочие. Да, это вроде как экологично, но коэффициент использования 5%. Просто представьте, что вы покупаете какую-то бытовую технику, например, утюг, тратите 2 киловатта энергии на нагрев этого утюга, или киловатт для Тайваня, и при этом используете только 5%. Очень редко можно встретить такой бытовой прибор с такой ультра низкой эффективностью. Но что касается транспорта, то тут потребитель вроде как не видит никакой проблемы. Давайте теперь расскажу немножко о том, как используется энергия в электротранспорте. Электротранспорт основан на двигателе. Двигатель BLDC, или его еще иногда называют PMSM, он имеет эффективность не ниже 80%. Обычно коэффициент его использования в районе 95. Контроллер, который им управляет, у него эффективность доходит до 99%. То есть можно считать, что вся энергия, которая есть в батарее, практически полностью идет на движение. Что касается заряда батареи, процесс заряда батареи, естественно, имеет небольшое снижение процента эффективности использования энергии, но те цифры, которые я встречал, показывали порядка 70%. То есть совокупно, если брать энергию, которую вы получаете из розетки, с этой точки до
того, как вы получаете движение от электротранспорта, можно примерно представлять, что общий КПД в районе 70%. Это как бы значительно больше, чем 5. И вот тут как раз и возникает весь дифференциал в стоимости, которую ощущают люди, которые покупают электротранспорт. Тесла или, например, там, любой электроскутер, да даже, наверное, Гогора, имеет в десяток раз меньшую стоимость эксплуатации. И это происходит не за счет того, что они используют низкоценовой, так скажем, источник энергии. Это потому, что у них просто в 10 раз, даже больше, чем в 10 раз, выше эффективности использования уже имеющейся. Многие полагают, что переход на электротранспорт вызовет, так скажем, глобальный дефицит энергии. Но есть одна маленькая деталь, которую нужно учитывать, когда об этом люди рассуждают. Для того, чтобы нефть перегнать в бензин и, соответственно, потом ее привезти, доставить к месту потребителя, где он находится, к вам на заправку, используется порядка 10% той самой нефти. То есть получается примерно следующее. Если в один момент представить, все человечество будет двигаться только на электричестве, соответственно, вот этих 10%, которые сейчас тратятся на то, чтобы получить из нефти бензин, который на заправке, вот именно этой энергии будет достаточно для того, чтобы обеспечивать все движение. Просто представьте, на секунду закрыв глаза, вот этот момент на планете. Практически к нулю сводятся выбросы СО2 в атмосферу, ну, по крайней мере, за счет транспорта. Эта картинка, она несколько иная, чем просто мне нравится там ездить на бензиновом или мне нравится на еще каком-то. Это не вопрос нравится, не нравится. Это придется поменять, потому что когда речь заходит о таком дифференциале, шансов у, так скажем, старого варианта продукта просто не остается. Я уверен, что это произойдет. Следующим шагом будет переход на водород. Просто нужен технологические шаги, которые приведут к конечному результату. Я уверен, через, может быть, пару десятков лет выхлопы в атмосферу, выбросы за счет транспорта будут, ну, стремительно снижаться, либо вообще могут сойти на нет, на ноль буквально. Это не будущее, это уже происходит сегодня. И мы живем в этом, нужно в этом начать разбираться. Я надеюсь, что вот эта информация была очень полезна и для кого-то станет, так скажем, ключевым фактором изменения отношения к электротранспорту. То есть это не какой-то модный писк, это просто требование времени. Это произойдет, хотите вы этого или нет, и лучше в этом участвовать сразу и понимать, для чего это происходит и почему это происходит. На этом на сегодня все. И до новых встреч. В следующее видео я постараюсь подготовить некий обзор по именно нашему электроскутеру, какие у него преимущества и в чем разница, почему мы выбрали это, почему не то и так далее. Всем пока!